Приветствую вас на моем канале «Политическое обозрение». Итак, помчались. Давайте представим себе вымышленное государство и смоделируем там ситуацию, которая сильно что-то напоминает. Есть некая группа лиц, которые из-за кулис управляют этим неким государством. Они контролируют экономику, производство, добычу ископаемых, торговлю и все процессы, происходящие в стране. Также и тех, которые непосредственно вовлечены и стоят во главе всех экономически значимых процессов в их государстве. Получая все деньги от бизнеса в данной стране, они тем не менее не хотят быть известны всем в силу объективных причин, но в то же время им необходима некая марионетка, которая будет играть роль законно избранного верховного главнокомандующего, и из раза в раз этот кто-то занимает главный пост в стране, чтобы все выглядело официально и не выходило за рамки общепринятого. Конечно, имея в руках все ресурсы государства и присытившись безграничными возможностями, время от времени становится скучно и хочется развлечься. Это нормально, но что можно предложить абсолютно искушенному во всех отношениях и невероятно могущественному существу, для которого все границы стерты? Сложно сказать, но для этих людей ничего невозможного нет. Посидев за круглым столом за бутылочкой дорогого вина, неспешно поигрывая в преферанс, им пришла в голову интересная мысль. А давайте поставим во главу страны обезьяну. Споров не было, согласия достигли сразу. Проделав нехитрую работу, через довольно короткий срок нынешний глава государства слагает в себя полномочия и подает в отставку в связи с обострившейся хронической болезнью, которая не дает ему надлежащим образом исполнять свои обязанности. И предлагает до организации выборов в стране поставить вместо себя исполняющим обязанности президента обезьяну, обосновав это решение тем, что наиболее подходящей кандидатуры на этот пост он не видит, заверив при этом, что все реформы и гарантии будут обеспечены в полном объеме. Народ негодует, в массах слышен рокот, Навальный призывает к акциям протеста, но госпропаганда с неусыпным спокойствием продолжает уверять общество, что выбор сделан правильно и лучшей кандидатуры во главе страны доселе еще не было. Народ, пошумев, быстро выдохся и, смирившись с обстоятельствами, занялся повседневными делами, не забывая при этом приглядывать одним глазком за телодвижениями его главы государства. Проходят дни, недели, месяцы, обезьяна с вживленными в мозг нейросетями что-то с экранов ТВ лепечет, жизнь идет своим чередом, товары в магазинах не исчезают, безработица не растет, зарплаты платятся в срок, инфляция под контролем, в общем все хорошо. Через некоторое время наступает пора выборов, политические партии выставляют заблаговременно одобренных кандидатов, пропаганда 24 часа в сутки поет оды обезьяне, большинство народа с ними уже полностью согласны, ведь все хорошо, жизнь-то не ухудшилась, поэтому сомнений в том, что это лучший кандидат, у большинства уже нет. Проходят выборы, и наш кандидат Лука Шустин, то есть обезьяна, побеждает на выборах с ощутимым отрывом от других кандидатов в 35%. Народ ликует, обезьяна у руля, все обошлось, жизнь течет своим чередом, работа, дом, ЖКХ, летом на море и так далее. Ну, вы знаете, все как всегда. За кулисами тоже все довольны, развлекуха удалась, удовольствие получено. Проходят годы, очередные выборы, наш кандидат обезьяна Лука Шустин, как всегда на высоте, швыряет на раз всех одобренных спарринг-партнеров через бедро на выборах, народ счастлив, гордится своим лидером, думая, что он одерживает победу за победой на мировой арене. В общем, все ладится как нельзя лучше. Жить из-за авантюр обезьяны Лука Шустина становится трудней, но по словам сытой пропаганды, это нормально, и ради величия страны можно и потерпеть. Тем временем в закулисье парням опять немного взгрустнулось, и они придумывают новую фишку. А давайте обнулим обезьяну Лука Шустина и сделаем это через поправки в... Как там они этот блокнот называют? Конституция. Подключив вечно ползающих на брюхе и делающих все, что захочешь за деньги пропаганду, через некоторое время поправки были одобрены подавляющим большинством населения, срок пребывания у власти обезьяны пролонгирован, а парни в закулисье довольны. Вам вся эта ситуация ничего не напоминает? Вот мне лично да. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Что такое безумие? Безумие – это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на другой результат. Страны, в которых власть не меняется и продолжает управлять государством десятилетиями, неминуемо проходят три этапа своего состояния. Это стагнация, моральное разложение,
К этому приводит тотальная несправедливость, которую демонстрирует власть, всеми правдами и неправдами удерживающая власть в своих руках, и развал. Ни одного прецедента нет в истории планеты, где этот тезис был бы нарушен. Любое удержание власти сверх положенного срока ведет к деградации, что неминуемо сказывается в первую очередь на внешней политике и на репрессиях внутри страны. Любая вновь пришедшая власть в первую очередь ищет союзников и друзей на мировой арене, что тут же сказывается на инвестиционном климате и росте экономики, а вместе с этим происходит рост благосостояния граждан. Этот фактор является основополагающим в прогрессе и росте экономики, так как глобализация, внутри которой существует мировая экономика, не позволяет какому-то отдельному региону процветать вне данной модели. Так было всегда до нас и будет после. Именно по этой причине плохие парни типа Путина, Лукашенко, Пол Пот, лидер камбоджийского движения красных кхмеров, Ким Ир Сен, создатель коммунистической Северной Кореи, Тан Шве, глава бирманской военной хунты, Сухарто, более 32 лет, вплоть до 1998 года, твердой рукой правил Индонезией, Саддам Хусейн, в 1979 году по 2003 год был диктатором Ирака, Мингусту Хайле Мариам, глава военной хунты в Эфиопии, Амар Аль-Башир, президент Судана, Роберт Мугабе, диктатор Зимбабве, Мабуту Сесе Секо, диктатор Заира и многие другие, не хочу пачкать ими свой ролик. Все эти изгои приведут и уже привели свои страны к разрухе, ибо с неадекватными, коими они являются, через определенный срок пребывания у власти сверх нормы, никто из мирового сообщества, откуда идут все инновации, дел иметь не хочет. Именно в этом и кроется весь ворох проблем, который проливается на страны, где сидят у власти подобные типы. Поэтому повторюсь, не верьте тем, кто утверждает обратное и обещает процветание. Это безумцы, так как этого не может быть, потому что не может быть никогда. Чтобы странами не управляли безумцы, подобные Путину, власть должна сменяться регулярно, а выборы должны быть конкурентными и прозрачными. И побеждать на них должны сильнейшие, как в спорте. Спасибо за внимание и удачи, а также не забывайте писать комментарии и подписываться на канал. До встречи!